Понятно, что то, что сегодня происходит в мире, это так или иначе столкновение цивилизаций, которое, к сожалению, искусственно нагнетается и провоцируется. Я, например, до сих пор не понимаю, зачем надо было разрешать создавать этот фильм идиотский, из-за которого сейчас идут погромы американских посольств, даже убийство американского посла в Ливии, невинность мусульман. Зачем нужно устраивать публичные сожжения Корана? Я не могу сказать, что я такой верующий человек, но я не могу понять, почему надо оскорблять, скажем, одну религию в угоду другой. Я вообще против того, чтобы оскорбляли все религии. Я хочу сейчас это точно так же, как не надо оскорблять пророка Мухаммада, точно так же не надо оскорблять ни Христа, ни Моисея, ни Будду. Точно так же не надо сжигать ни Библию, ни Коран, ни там Тору. Но когда это делается, понимаешь, что это делается намеренно, и это вызывает конфликт цивилизации. Считается, что можно будет как-то применить это в нашем обществе, общество я сейчас имею в виду глобальное, и политика мультикультурализма действительно не имеет альтернативы. Она имеет альтернативу, это всеобщая ненависть, она имеет альтернативу, когда выживаются слабейшие, выживаются нацменьшинства, она имеет альтернативу, когда угнетаются нацменьшинства в своей собственной стране. Мы, прошедшие через карабахские события, прекрасно понимаем, как даже такой миролюбивый, добродушный, гостеприимный, не склонный к агрессии народ, как азербайджанский народ, можно было довести до такого состояния, чтобы вот произошел этот страшный конфликт. Сейчас, конечно, мы понимаем, что это был оселок, узелок, на котором проверялось, собственно, состояние Советского Союза. И что это далеко не религиозный конфликт, хотя потому, что мусульманский шиитский Иран поддерживает Армению, а православная Грузия часто выступает на стороне Азербайджана. Но, тем не менее, это был узелок, с которого начались многие события. К сожалению, мы сейчас не пишем о том, что последовало затем. И я уверен, что если я попрошу поднять руку сидящих в зале, многие даже не знают, что при распаде Советского Союза, например, в Таджикистане пострадал каждый шестой человек, а президента Таджикистана повесили на памятнике Ленину. И там сжигались целые села. Тогда в 1992 году об этом не писали, правительство Гайдара было здесь, в Москве, и писать об этом было как-то не. А американского посла, который потом работал в Баку и Скудере, его эвакуировали с помощью российских танков. Тогда об этом не писали. Но есть такой тезис, глупый тезис. Зато мы распались без большой крови. Абсолютное вранье, распались с большой, очень большой кровью. Поэтому альтернатива, повторяю, существует. Существует всегда. Всегда национальная нетерпимость, национальная вражда. И то, что побеждают сегодня в Европе правые партии, и очень часто побеждают и набирают очень много голосов, это показывает все-таки на тенденцию. Значит, единственный выход – повышение все-таки культурного образования среди национальных меньшинств, подтягивание их до уровня той страны, той нации, в которой они живут. Культура – единственная прививка варварства. Но если мы будем отвергать эти национальные меньшинства, я сейчас имею в виду те государства, где преобладает какое-то коренное население, конечно, политика мультикультурализма будет обречена на абсолютный провал. Значит, нужно как-то к этому подходить более разумно. Иначе фашистующие, националистические партии будут побеждать. В Америке, в которой столько лет, казалось бы, еще до 60-х годов, до Мартина Лютера, угнеталось темнокожее меньшинство, тем не менее произошло почти невероятное. Был избран президентом Соединенных Штатов темнокожий человек, афроамериканец. Вы знаете, я бы все-таки не считал бы этот факт таким свидетельством такой уж большой победы американского демократического большинства, хотя бы потому, что они сами признают, что это все-таки исключение из правил. И количество все-таки темнокожих у них и в Сенате, и в Конгрессе не пропорционально количеству живущего населения. Но, тем не менее, это, конечно, большой показатель. Возможно ли в других государствах, скажем, Европы, победа такого вот представителя, я не уверен. А теперь я скажу еще более неприятные вещи, которые, наверное, мне, азербайджанцу, не следовало говорить, но которые заставят нас об этом многом подумать. С одной стороны, мы всегда обвиняем те страны, в которых существует национальное меньшинство, что неправильный подход, неправильное использование, неправильный контакт с ними. Об этом, кстати, пишет все время и Владимир Владимирович Путин. А с другой стороны, вот совсем недавно, это у меня сейчас в телефоне лежит, телефон в кармане,
Я специально заснял сразу несколько очередей. Очередь в музей Ван Гога, очередь в музей Лувра, очередь в музей Орсе. Повторяю, желающим я могу продемонстрировать на своем телефоне эти очереди. 2000 человек стояли на новую выставку Ван Гога. Я снял ее до конца, проходил просто и снимал. Мой сын мне тихо сказал: папа, ты знаешь, мы с тобой самые черные люди в этой толпе. 2000 человек, стояли европейцы, американцы. Не было ни одного араба, не было ни одной женщины в платках, не было ни одного афроамериканца. Я увидел 2 афроамериканцев, это были охранники, которые стояли у дверей. Тогда мы задаем себе вопрос, почему? Почему, если мы с одной стороны говорим о том, что это равноправие, о том, что это диалог культур, почему тогда так мы относимся к культурам тех стран, в которых мы проживаем? Почему тогда мы не уважаем население той страны, в которой мы живем, возвращаясь опять к стрельбе? Почему мы не уважаем то русское большинство, которое живет в России? Почему мы не хотим приобщаться к их культуре? Почему вообще мы, мусульмане, отстаем от европейцев? В чем наше отставание? Может, как раз в том, что в этой большой толпе не было, может быть, были турки, не знаю, их трудно так отличить, но абсолютно точно там не было арабов и афроамериканцев. Это абсолютно точно. Африка, это на лицо ты. Были японцы, китайцы, да. Может быть, в этом проблема? Может, проблема в том, что мы неохотно идем на диалог культур? Вообще, собственно, сейчас понятно, что мусульманская цивилизация, европейская цивилизация, в основе лежат различные идеалы. И сходиться они могут только при наличии поднятия общего уровня культуры. Еще раз повторю тезис. Культура – прививка от варварства. Если Европа будет продолжать такую же бездумную политику, которую она ведет до сих пор, то боюсь, что в пригородах Парижа или в пригородах Лондона по-прежнему будут гореть автомобили и проходить стычки между приехавшей молодежью и коренным населением. Повторяю, единственный выход – найти диалог, начать диалог. Если я правильно поняла ваши речи, вы сказали, что понятие мультикультурализма эквивалентно понятию интернационализма. Так ли это, или все-таки есть какое-то различие? Нет, различия, безусловно, есть, потому что все-таки интернационализм мы связывали с 20 веком, с Советским Союзом и с некой коммунистической идеей, хотя, в общем, интернационализм ничего плохого я не видел никогда. А мультикультурализм – это придуманное слово новое где-то уже в наши времена, которое указывает на то, что различные национальные группы и общности могут жить в многонациональном государстве достаточно нормально и развиваться. Я думаю, и то, и другое понятие совсем неплохое, хотя и немножко отличаются друг от друга. И, в общем, показывает на то, что люди должны следовать принципам и интернационализма, и мультикультурализма. А как вы считаете, возможно, что азербайджанцы и армяне смогут жить дружно вместе на территории Российской Федерации? Я уверен, что, во-первых, они живут здесь дружно достаточно. Если вы знаете, здесь практически не бывает инцидентов. Я не слышал за 20 лет, что были какие-то серьезные инциденты азербайджанцев и армян друг с другом. Насколько я знаю, например, преступные сообщества очень хорошо договариваются. Но это, конечно, шутка. Тем не менее, и живущие во всех городах России, Украины, Белоруссии, Казахстана, национальные диаспоры, армянская и азербайджанская, тоже очень хорошо договариваются. В Москве был ресторан «Помидор», где собирались армяне и азербайджанцы, плакали под общую музыку, обнимались, целовались и говорили, как хорошо жили в советское время. Я думаю, вполне можно сделать так, чтобы жили и в дальнейшем достаточно дружно. Каким вы видите совместное будущее России и Азербайджана? Очень хороший. Дело в том, что Азербайджан единственная страна в мире, президент, который учился на русском языке и преподавал на русском языке в одном из лучших ваших университетов, Московском государственном институте международных отношений. Учитывая, что у нас не закрылась ни одна русская школа, возросло в несколько раз число русскоязычных газет, журналов, я думаю, отношения у нас и в будущем будут дружеские, братские и самые лучшие. И порукой этому отношения наших президентов и уважительное отношение к великой русской культуре, к великой русской литературе, которая была и всегда будет в Азербайджане.